Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchmaker, и сегодня поговорим о хеджирующих ботах, то есть чтобы один бот хеджировал другого, то есть запускаем, допустим, одного бота в лонг, другого бота в шорт. И наша цель, естественно, чтобы боты друг друга хеджировали. Давайте сегодня обсудим вообще с вами, как это должно работать, как стоит вообще запускать таких ботов, и действительно ли могут они друг друга хеджировать. И я думаю, что мы запустим по итогу таких ботов уже после того, как я обсужу с вами, скажем так, несколько моментов. Довольно много запросов на такой ролик у меня сейчас в криптоакадемии, да, по ботам. И почему бы, в принципе, не сделать еще один такой ролик. Я уже снимал такой ролик. Вот он был почти 2,5 года назад снят. Как раз тогда была у нас медвежечка. И я запускал 2 бота в лонг, 2 бота в шорт. И заодно проверял еще и с каким шагом грида бот зарабатывает больше денег. Там 20 гридов запускали и 40 гридов. То есть абсолютно одинаковых ботов. И, кстати говоря, в этот раз мы также можем сделать, запустить 2 ботов. 2 бота в шорт, 2 бота в лонг и одинаковые настройки, только вот гриды у них будут по количеству разные. Почему бы не сделать 2 эксперимента прямо внутри одного? Но так вот, здесь эксперимент у меня получился не очень чистым, и я сделал не очень правильные выводы, потому что, во-первых, у меня был шанс закрыть лонгового бота, когда цена вылетала за верхнюю часть сетки, и потом закрыть бота, когда цена вылетала за нижнюю часть сетки шортового. То есть я бы заработал и там, и там. Но суть хеджирования как раз-таки заключается в том, что вы вроде бы как защищаетесь одним ботом от падения там второго бота, да, там, или от роста. И вроде бы как ребята объясняют, что тут мы можем зарабатывать именно деньги на грид прибыли. Но это не совсем верно, и мы сейчас это с вами обсудим. Потому что тема действительно очень интересная, и пишите ваши выводы и ваше мнение в комментариях к этому ролику. А также пишите в комментариях, какие еще эксперименты вы хотели бы провести, потому что я только за, почему бы и нет. Чем больше экспериментов, тем больше вопросов будет закрыто, и тем интереснее контент будет на канале. Ну так вот, давайте смоделируем такую ситуацию. Как вообще стоит запускать ботов, чтобы они друг друга хеджировали? Допустим, если сейчас правильно запускать лонгового бота, то он будет выглядеть, ну, как-то примерно вот так, грубо говоря, да? Но если мы сейчас запускаем так и лонгового, и шортового бота с одинаковыми диапазонами, что будет в таком случае вообще, в принципе, да? Такие боты не смогут друг друга хеджировать. Почему? Потому что мы запускаем при лонговом боте вот столько закупаем монет, да, на продажу сразу. А если мы сейчас с таким же диапазоном открываем шортового бота, он у нас закупает вот такой вот объем, собственно, на продажу. То есть они уже не смогут друг друга хеджировать, потому что у них разное количество гридов на покупку, на продажу, и изначальный закуп был совершенно разный. Здесь немного закуплено, здесь много закуплено. Следственно, при росте либо при падении цены у нас будет совершенно разная прибыль и убыток. И это очевидно, потому что усреднение будет происходить намного хуже у бота, который закупился большим объемом уже монет. Да, в случае, если мы угадали, скажем так, направление, что у нас будет падение цены, то мы, конечно, здесь хорошенечко заработаем, и шортовый бот, естественно, перекроет лонгового по убытку. Но в случае, если будет рост, то шортовый бот будет усредняться намного хуже. Окей, давайте тогда рассмотрим вариант с одинаковым количеством сеток, да? В таком случае нам придется сеточку растягивать пошире, правильно? Чтобы у нас одинаково было количество и вверх, и вниз. То есть мы сразу же запускаем неудобную сетку. Потому что часть денег у нас по-любому не будет работать. То есть какова вероятность, что мы пробьем вот этот уровень сопротивления, да? И пойдем сюда забирать новые хаи. Особенно сейчас, когда рынок абсолютно максимально непонятный. То же самое и здесь. Какова вероятность, что мы упадем ниже 70 тысяч долларов? То есть сейчас, да? То есть часть денег не будет работать. Мы раздуваем сетку у обоих ботов. То есть у нас у обоих ботов неправильно будет работать сетка. Ну, неправильно запущена будет сетка. То есть это тоже плохой вариант хеджирования. Хороший вариант хеджирования заключается в том, что вы запускаете ботов в разное время. К примеру, лонгового можно, ну, в принципе, с натяжкой даже сейчас запустить, да? С каким-нибудь вот таким вот диапазоном. Идеально было бы, конечно, в районе там 1080 долларов его запустить, как у меня, в принципе, вот этот и запущен, да, бот. А вот этот как раз-таки запущен в районе, по-моему, 86 тысяч долларов. Видите, какая у них разница?
у них разница там 6 дней, 5-6 дней по времени запуска, и один запущен по 80, а второй по 86. И доходность разница почти в 2 раза. Так вот, выходит так, что первого бота мы должны запустить там шортового где-нибудь у уровней сопротивления, лонгового где-нибудь у мощных уровней поддержки, да, то есть как раз сейчас в районе 80 там, тысяч долларов особо там поддержки как бы и нет, но суть в том, что чем ниже, тем лучше. Тогда это будет лучше. Вы вроде бы как в позиции в обе стороны, и обе точки входа у вас получились более-менее хорошие. Но по идее для эксперимента нам нужно запускать что-то более правильное. То есть мы где-то выберем вот такой вот диапазон для лонга, и нам нужно для шорта выбирать что-то ровно диаметрально противоположное. То есть то же самое, но в обратную сторону. То есть мы одинаковое количество для двух ботов берем на продажу и, собственно, большое количество на покупку. И вот тут уже правильно можно было бы посмотреть, как они будут хеджировать в случае, если цена пойдет не в ту сторону. А она в любом случае, скорее всего, пойдет не в ту сторону. Ну и на ботах Gate.io у нас сейчас большой плюс в том, что есть трейлинги. Трейлинги что вверх, что вниз. И так или иначе у нас сетка будет перестраиваться, если мы, скажем так, одним из ботов не угадали направление. И вот тут на результаты такого хеджирования уже интересно было бы посмотреть. Но снова же, тут также очевиден вывод в том, что одного из ботов вы запускаете, ну, грубо говоря, на шару. То есть одного из ботов вы запускаете уже сразу же с позиции того, что он будет невыгодным. То есть что он, скорее всего, будет в убытке. И вы закидываете две суммы, к примеру, там 3000 один бот, 3000 второй бот, да, на то, чтобы у вас один бот перекрыл второго бота. То есть вы 6000 долларов отправляете на то, что один бот у вас будет в убытке, а прибыль со второго бота перекроет этот самый убыток. То есть это снова нелогично. Пишите в комментариях, что вы вообще об этом думаете. То есть хеджирование в данном случае, оно зачем? Чтобы посмотреть, как оно сработает, но получить 0 в конце, мне вот как бы просто этот момент непонятен. Давайте обсудим в комментариях. Будет очень интересно почитать, скажем так. Ладно, в любом случае давайте делать надежно. Диапазоны у нас должны быть разными, но количество гридов и расстояние между верхней и нижней сеткой должно быть одинаковым. Так что давайте я сейчас все это плюс-минус примерно просчитаю и покажу вам, что я запустил. Итак, друзья, я немножечко тут посчитал, и у меня получается примерно так. То есть запускаем на 600 долларов, потому что такое требование у нас относительно данного плеча, диапазона и количества сеток. И получится у меня 4 бота по 600 долларов. Каждый будет с 4-м плечом. И вот для шортового я вот такой диапазон выбрал. И исходя из этого, мне нужно запустить с таким же соотношением гридов на покупку и на продажу еще и лонгового бота. И я примерно посчитал, что это должен быть низ 63 тысячи долларов, вверх 98 тысяч долларов. И тогда у нас получится такое же количество гридов на продажу, как и у шортового, короче, бота. 80 сеток возьмем для первых двух ботов. И возьмем, наверное, 50 сеток для вторых двух ботов. Это получится, где 80 сеток, где-то шаг грида 0,5%, где 50 сеток, шаг грида получится где-то 0,8%. И посмотрим, какие будут зарабатывать больше. Два эксперимента внутри одного. Скольжение вверх и скольжение вниз составлю по дефолту. В принципе, как он и предлагает. Так, погнали. Так, это у нас лонговый. Погнали. И теперь то же самое шортовый. Здесь у нас получается 650, потому что меньше сеток. И не менее 636. И как раз, чтобы они у нас немножечко отличались друг от друга. А, тут не менее 365. Ну, давайте на 400 тогда. Ай, ладно, гулять так гулять. На 600 пускай будет. Прям вообще одинаковых сделаем, чтобы не прикопаться. Так, 70, 105, 50, 4х. Итак, ну что ж, запущено 4 бота. 2 в лонг, 2 в шорт. Разница по количеству гридов. Давайте проверим. Ордера на продажу 47. Ордера на покупку 47. То есть в целом у нас все правильно получилось сделать.
То есть у нас одинаково получается 32,47 тут и 32,47 тут. То есть идентично получились. С точки зрения хеджирования они должны работать, потому что мы зашли единовременно на одинаковый объем. Что там, у нас получается абсолютно одинаково. Разница этих ботов, как я уже сказал, в том, что у этих 80 сеток, у этих по 50 сеток. Посмотрим, что будет по прибыли, что будет по убытку. Трейлинги на обоих запущены. В общем, увидимся через какое-то время. Может быть, промежуточно буду дозаписывать, что будет происходить с прибылью и с убытком. Что будет вообще по хеджированию этому самому. Прошло 25 дней, а перед просмотром второй части хочу напомнить вам, что доступ в Академию бессрочный остается до 4 мая по цене 200 USDT. 4 мая все круто изменится, подписка станет, собственно, по подписочной системе, а бессрочный доступ, цена вырастет довольно существенно, поэтому если вы хотите зайти в Академию за 200 USDT, к примеру, а не за 400 на бессрочный, то рекомендую вам это сделать в ближайшее время до 4 мая. Статистику Академии за 180 дней вы можете видеть. Начинали буквально с $3000, и вот у нас совокупный PNL, да, уже составляет почти $12000. И это у нас вот с конца ноября. То есть по статистике все у нас шикарно, так что добро, как говорится, пожаловать. Итак, что у нас на данный момент по ботам? Я решил снять этот ролик именно сегодня, потому что у нас сегодняшняя цена как раз получается примерно такая же, какая была непосредственно в точке входа, когда мы этих ботов открывали. Видите, у них тут буквально -1 и плюс 0,3-0,4%. То есть мы около точки входа. И за эти 25 дней $600 с 4-м кредитным плечом боты заработали, как мы видим, реализованного PNL этот 9%. Он какой-то на самом деле странный, и вы это увидите. Что-то с ним, скажем так, не так. А эти там, по 7-7,5%. Вот, ну и общую вы тоже видите. То есть в целом с 4-м плечом забрать 8% за 25 дней, в принципе, это нормально. Вот, и так как мы их делали хеджирующие, то по идее мы закрывать их должны либо сейчас в точке входа и забрать именно грид-прибыль, которую они у нас заработали, да, то есть они друг друга подстраховали, мы сходили вверх, мы сходили вниз, мы сейчас находимся возле точки изначального входа, и мы сейчас можем забрать грид-прибыль и закрыть этих ботов. Хеджирование было по факту, мы подстраховались. Мы падали за это время. Да, мы очень круто падали 7 апреля. Эти боты как раз-таки попали вот в это падение, где мы 7 апреля падали, потом отрастали, потом снова падали. И давайте, кстати говоря, посмотрим, что было именно тогда, и обсудим, что я вообще хотел бы делать, допустим, с этими ботами дальше. Какой идеальный вариант был бы для меня. Это у нас скриншот 7 апреля. Когда все очень жестко падало, то есть на этом падении, что мы видим? Вот этот бот какой-то неправильный. Мы открывали все одновременно, все одинаково у нас получилось, но почему-то у него минус был сильнее, чем у других ботов. Что конкретно по хеджированию? Произошло вот такое вот прям сильное падение, и может быть статистика запаздывала, может еще что-то, но мы видим, что лонговые боты все равно, несмотря на то, что у нас все рассчитано одинаково было, да, имеют минус больше, чем непосредственно шортовые боты имели плюс. То есть мы видим, что у нас нереализованные PNL по этим ботам по шортовым был намного меньше, чем минус по, собственно, лонговым, да. И вот за счет реализованного PNL, за счет непосредственно грид прибыли, который успел наколотить бот к тому времени, то мы видим, хоть более-менее близкие результаты. Но это все было прям на сквизах, эти скриншоты делались прямо в моменты вот этих вот жестких движений. Потом вот я еще делал скриншоты. Потом боты еще немного поколебались. И вот два скриншота, то есть два разных бота, да, 50 сеток и 80 сеток. И мы видим, что, в принципе, потом ситуация начала выравниваться. То
То есть вот этот бот, он вообще какой-то неправильный получился. У него все время то PNL, то минус больше, чем у других ботов. Хотя все одинаково. 4 икса, 50 сеток, 4 икса, 50 сеток. То есть он почему-то такой. Ну, какая-то погрешность, в общем, получилась. Может, от точки входа у него были какие-то немного по-другому расставлены гриды на покупку, на продажу. И, в общем-то, он попадал в какие-то моменты, что ему удавалось лучше это или хуже, наоборот, покупать и продавать. Вот, но в принципе, несмотря на то, что здесь мы видим цену, да, то есть когда цена была 76 500, то есть немного уже на отскоке после сквиза, да, мы видим, что ситуация все-таки общая выравнивается. То есть мы имеем плюс-минус одинаковый доход и плюс-минус одинаковый убыток. То есть в момент сквиза у нас расхождение. Может, эта статистика в себя прийти не может, то есть, но потом, когда ситуация немножечко отскакивает, устаканивается, в принципе, мы видим, что плюс-минус одинаковые результаты. То же самое и сейчас, что мы находимся в точке входа, и у нас тоже все это плюс-минус одинаково. Ну, кроме вот этого бота, он почему-то, видите, чуть-чуть другой он какой-то получился. И вот, возвращаясь к вопросу, а что делать дальше-то с этими ботами? То есть, по идее, у нас сейчас точка входа, мы заколотили грид прибыли, и мы можем закрываться. Другой вариант, что нам надо было закрываться непосредственно вот здесь, либо вот здесь. Забирать прибыль, вот, и если бы цена пошла ниже, то мы бы продолжали накапливать минус непосредственно по боту лонговому. То есть, мы шорты зафиксировали, они у нас больше прибыль не приносят, но цена продолжает падать, к примеру, вниз. И лонговые боты продолжают у нас минусить еще сильнее. И в чем тогда плюс вот этого вот тоже? То есть нам в любом случае после этого нужно ждать лонгового бота либо к точке входа, вот, либо ждать, пока он к верхней части своей сетки вылетит. То есть хеджирование с точки зрения, работает оно или не работает, когда ты не знаешь, грубо говоря, момент рынка, когда тебе лучше зайти. То есть ты сейчас думаешь такой, блин, вот сейчас мне буквально сегодня ребят спрашивали, вот сейчас в лонг можно зайти или не стоит заходить в лонг вот этих значений? Вроде бы, казалось бы, и падали глубже, да, и можно было бы подождать точки входа получше. И вроде бы как бы и мы находимся-то сейчас на значениях, куда есть еще, куда расти, да, куда отскакивать. И вот как раз таки сейчас, в принципе, в ситуации неопределенности, когда мы в боковике и непонятно, выйдем мы вниз или выйдем вверх, можно запустить двух хеджирующих ботов, чтобы они накапливали грид прибыль. Но закрывать их потом снова в точке входа, чтобы забрать только грид прибыль, можно. Но лично меня такой расклад не устраивает. И если вы изначально запускали бота, допустим, как я запустил, да, что смотрите, по лонговому боту у нас низ 63. Мы еще могли сильно ниже падать и закупаться, да, то есть шорта, допустим, даже зафиксировать, но по лонгу мы могли, в принципе, падать еще ниже и набирать объем позиции, чтобы потом, в принципе, при походе вверх его распродавать. Я думаю, в любом случае тут каждый сможет сделать какие-то свои выводы, да, но с точки зрения, работает ли это, если правильно это настроить и правильно запустить, как это сделал я, это работает. Но вам в таком случае нужно определиться, как вы будете действовать дальше. То есть, либо сейчас в точке входа закрывать и забирать грид прибыль у всех этих ботов, либо ждать выхода в какую-либо из сторон, чтобы забрать максимальную прибыль, чтобы у нас была также максимальная прибыль по нереализованному PNL, да, по стоимости позиции. Вот, но тогда придется вторым ботом пережидать, пока он вернется снова же к точке входа, либо также, ну, к лучшей границе своего диапазона. Я пока что закрывать не буду. Я как раз таки по, скажем так, по второй идее и попробую закрыть этих ботов и посмотрим, что у меня получится. В принципе, ну, как бы пускай работают, пускай эксперимент продолжится, посмотрим, что будет со всем этим на более длинной дистанции. Но если делать такие выводы, да, то вот сейчас мы в точке входа, и у нас и лонг, и шорт имеют, естественно, прибыль, потому что они накопили грид прибыли. В принципе, если мы пойдем в одну из сторон, у нас постепенно на одном боте начнет увеличиваться доходность, на втором эта доходность будет постепенно таять за счет нереализованного PNL,
ну, за счет, то есть, падения стоимости общего актива, который у нас есть в этом боте. Ну и мы же запускали с разным шагом грида, как мы видим, это у нас на 50 гридов боты, да, то есть шаг 0.8 вот эти два бота и шаг 0.5 вот эти два бота. И как мы видим, шаг 0.8% работает намного лучше, чем шаг 0,5%, потому что дистанция 25 дней. В принципе, даже при таком маленьком объеме бота, при таком маленьком кредитном плече мы видим как бы вот такую разницу, да. То есть, если боты поработают там 3-6 месяцев, и объем будет больше, и кредитное плечо будет больше, то дистанция, ну, как бы будет разрываться еще сильнее. Так что мельчить смысла нет. Пишите в комментариях, какие эксперименты вы бы хотели провести еще по грид-ботам, и жду вас у нас в Академии, потому что Академия себя отлично зарекомендовала. 200 USDT на бессрочный доступ — это не такие большие деньги за то, что вы можете получить. Ребята, которые зашли, скажем так, с начала апреля, уже давным-давно, по идее, отбили стоимость Академии. Поэтому даже если у вас небольшой баланс, там долларов 300, да, и вы думаете, потратить ли сейчас 200 на доступ в Академию, я вам могу сказать, что да, это стоит того, чтобы потратить, потому что, во-первых, мы показываем отличные результаты. Во-вторых, если у вас прям такой маленький депозит, значит вы новичок, и грид-боты — это самый лучший способ вообще начать зарабатывать в крипте безопасно, и можно параллельно что-то еще изучать, познавать, и у нас очень много видеоматериалов для, ну, как с базовой информацией, так и с информацией, естественно, про роботов. Поэтому вы будете получать опыт, при этом не тратя на это прям овер дофига времени. То есть грид-боты особо внимания к себе не требуют. Запустил и забыл. Занимайся своими делами. Так что welcome. Ну а на сегодня все. Не забудьте написать комментарий по поводу, что вы думаете о хеджировании и какой эксперимент вы хотите провести на ботах. Ну а на сегодня все. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.